or lease from... Всем привет, друзья! Всем привет! Посмотрите, где мы находимся. Такой интересный, очень длинный и узкий тоннель, который нас выводит на замечательное, роскошное побережье, где мы сейчас будем заниматься подводным поиском с металлоискателем. Это озеро нам уже очень знакомо, потому что под конец каждого года мы сюда приезжаем на заключительный подводный поиск, записываем видео, делаем отчет, смотрим, что за сезон люди успели здесь натерять. Очень классное место, мне нравится, здесь так все красиво, окультурено. Есть волейбольная площадка, и, между прочим, на этой волейбольной площадке мы еще ни разу не искали с металлоискателями. И мне кажется, что здесь можно что-нибудь по-любому найти. Смотрите, друзья, сейчас я вам покажу курс сегодняшней нашей задумки. Вот это основное побережье. Кто на нас подписан, наверняка вы уже помните, именно отсюда мы снимаем видео новогодние. Кто еще не видел, ссылочка выпрыгнет где-то здесь. Заходите, всем приятного просмотра. Но сегодня в планах у нас побережье немножечко другое. И сейчас я вам его покажу. Две уточки нас сопровождают. Вот, кстати, вот этот помостик, это для дайвинга. Отсюда люди, кто занимается дайвингом, спускаются, мы часто наблюдаем. Но это нам не важно сегодня. А важно нам сегодня, друзья, сейчас я приближу, покажу. Видите здесь вот таких вот два заходика, раз и два. Именно эти заходики – это нудистский пляж. В прошлом году мы там погружались один раз, это было лето, было много людей, обнаженных, конечно, так как это нудистский пляж. Но за то погружение нам удалось найти очень хорошие находки. Было здоровенное кольцо, золотая печатка мужская, часы Armani. Видео очень прикольное получилось. Тоже заходите, кто еще не смотрел. Ссылочка выпрыгнет также где-то здесь. Всем приятного просмотра. Поэтому сейчас погодка такая, как вы видите, пасмурная. Слегка даже идет дождик маленький, такой моросящий, если видно. Я думаю, что там не будет много людей. Ну, желательно, чтобы там вообще никого не было. Потому что в прошлый раз мы погрузились так, и так как были люди, двигались в эту сторону. А сейчас мы хотим погрузиться и двигаться именно в сторону нудистского пляжа. Я думаю, что там будет 100% находочки. Так что все, не затягиваем время. И быстренько сейчас вот так вот по кругу движемся в пункт назначения. Погнали! Так, друзья, мы уже на месте. Сейчас я вам подойду, покажу. Вот, смотрите, здесь полуостров. Видите, тут водичка, здесь водичка. И вот это вот такой огромный полуостров. И вот она табличка, друзья, на которой написано, сейчас я приближу, покажу вам. Написано ФКК Берайх Анфанг, что в переводе с немецкого означает, ну, какие-то там сокращенные, конечно же, слова, но это означает нудистский пляж, это я 100% знаю. И сейчас я вам покажу, друзья, смотрите. Вот именно вот эта лавочка, где мы в прошлый раз подготавливались к своему подводному приключению, подводному поиску. Я хотел, конечно же, немножечко туда углубиться, но сразу же встретил одного из представителей нудистского пляжа. Вот, смотрите, вот это побережье, где я нашел часы Armani, золотое кольцо. И я буквально сдвинулся, наверное, вот до того уголочечка. А сейчас я хочу погрузиться здесь и двигаться в ту сторону. Слушай, давай пройдем немножечко дальше. Может сразу же начнем погружение чуть-чуть поближе к нудистскому именно началу пляжа, побережья. Как раз сейчас пройдем и посмотрим. Может, здесь уже кто-нибудь есть с утра. Вот я уже вижу табличечку, именно от какого места начинается этот пляж. Вот она, табличка стоит.
Слушай, ну да, здесь хорошее побережье. Вон, очень хороший прозрак. Я думаю, все-таки мы оттуда начнем, и я буду двигаться вот сюда, огибая как бы весь этот полуостров. И доплыву до центрального побережья. А центральный где-то здесь. Ну, здесь вот везде они заходят, видите? Раз заход, два заход. И тут везде эти заходики. Везде. То есть здесь везде они по кругу плавают. Поэтому есть большая вероятность, что находки будут везде здесь по кругу. Все, никого нету. Так что я думаю, что не стоит нам тут долго время затягивать. Все, друзья, подготавливаемся к подводному погружению. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к нашему подводному приключению, к подводному поиску. Я уже чувствую, что сегодня намного теплее и водичка, и погода. Смотрите, сколько градусов у нас. 13, друзья, по-моему, если я не ошибаюсь. О, это уже очень хорошо. Все, хороших мне сигналов под катушку. Погнал! Друзья, сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nemo от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки. Те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. В большинстве случаев первой находкой попадается либо пробка от бутылки, либо алюминиевый язычок от банки. Но сегодня первая находка – рыболовная снасть в виде резиновой рыбки. Надеюсь, это хороший знак для сегодняшнего погружения. Первая находка — рыбка. Хоба! Долго ждать не пришлось, и примерно через 15 минут нам попадается первое ювелирное изделие в виде обручального кольца. К сожалению, бижутерия. На этот раз попадается красивое серебряное женское кольцо 835 пробы. Но всей его красоты мы, к сожалению, уже больше никогда не увидим, так как прямо у меня на глазах из него выпадает камушек, и, конечно, в такой мути найти его мне не удалось.
А вот эта находка уже порадовала. Нам попадаются часы. Конечно, они пролежали тут давно, и, скорее всего, починить их мне не удастся. Но на задней крышке я увидел изображенного аквалангиста, что говорит о том, что часы подводные. И, возможно, их потерял мой коллега много лет назад. Находка просто супер. Прикинь, часы. Часы, прикинь. Ну понятно, что протекший, но с другой стороны аквалангист. Представляешь, это для акваланга. На, держи, они мне в хабарницу не влезут. Хова. Ух ты, блин. Зачет. Ну-ка. Ого. А, вверх ногами, точно. Ух ты. Аквалангист. Следующая находка – красивая женская серьга, но, к сожалению, снова бижутерия. На этот раз находка снова порадовала, и нам попадается огромное серебряное кольцо 925 пробы. Зачет. На этот раз попадается рыболовная снасть в виде грузила. Кладу ее в хабарницу и провожу катушкой на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Снова сигнал. На этот раз попадается газовая зажигалка старинного типа. Жестом, будто зажигая, я хотел показать, что это именно зажигалка, но, к моему удивлению, она открылась, и из нее даже пошел газ. Очень интересная находка. Солнце. Зажигалка, прикинь, попалась. Открылась и газ идет. Да ладно. В хабарнице будет мешаться. Опа! Нормально? Долетела? Не очень вижу. Так, куда-то сюда упала. Как нашли, так и потеряли. О, все, нашла. Ух ты, какая золотая. Что, никель? Никель, боден.
Непонятно, что написано. Страшненько. Отличная находка. Во время обнаружения следующей находки я очень обрадовался, подумав, что это золото. Нам попадается очень красивое женское кольцо с большим блестящим камушком по центру. Но рассмотрев повнимательней, понял, что, к сожалению, это бижутерия. На дне каждого водоема лежит очень много мусора, и зачастую приходится откопать много бесполезных целей. Но среди них обязательно найдется что-то интересненькое. На этот раз попадаются солнцезащитные очки. И как я уже не раз говорил в наших видео, для меня подводное погружение – это не только поиск. Я наслаждаюсь всем процессом целиком и полностью в него погружаюсь. Тишина под водой, движение света, подводные растения, которые живут своей жизнью, и каждая такая мелочь цепляет по-своему. Я искренне радуюсь каждой встрече с любым подводным обитателем. И на этот раз мне повстречался небольшой красивый рак. Немного понаблюдав за ним и рассмотрев повнимательней, я попрощался с ним, и каждый продолжил свой путь.
На этот раз нам попадается красивая серебряная женская серьга 925 пробы. Зачет. Следующая находка – рыболовная снасть в виде грузила. И снова рыболовная снасть. На этот раз попадается баллончик с сжатым воздухом. Обычно такие баллончики используются для пневматического оружия. Да, друзья, никогда не знаешь, что найдешь на дне озера. И на этот раз попадается очень странная находка – ключ-шестигранник. Зато следующая находка – это уже именно то, что мы ищем. Нам попадается красивая серебряная подвеска 925 пробы с награвированным именем Рональд. Зачет, друзья, зачет. Следующая находка снова серебро. На этот раз очень маленькое женское кольцо. По нему сразу видно, что пролежало оно здесь очень давно и сильно износилось. Но все равно отличная находка.
На этот раз попадается очередная рыболовная снасть, и теперь уже в виде блесны. Следующая находка и снова серебро. На этот раз очень красивая изящная подвеска «Дорожный оберег» с тонкими, аккуратно выполненными изображениями с двух сторон. Зачет. И снова повстречался подводный обитатель этого водоема. На этот раз небольшой и очень милый рак. Да, друзья, сегодняшнее погружение можно назвать днем рыболовных снастей. И на этот раз нам попадается очередная блесна. Заключительная находка сегодняшнего погружения – красивая рыболовная снасть в виде блесны. Пора всплывать. Ну что, я считаю, что хватит. Устал. Очень устал. Сколько я был? Часа 3-3,5, да? Где-то так. Смотри, у меня последняя находка. Прямо на это, на перчатке. Сегодня очень много рыболовных снастей. Ну смотри, какие красивенькие, ты видишь? Ну и вот хабарница, друзья. Хабарница полная. Кстати, хабарница Lucky Treasure Hunter. Очень счастливая коробочка. Скоро появится в продаже. Мы уже над этим работаем. Все, друзья, выходим на побережье. Попью чайку, переодеваюсь. И показываю, что удалось найти. Фу! Опа! Погнали! Ну что, друзья, нанырялся, напогружался, накайфовался очень долго сегодня. И, между прочим, хочу обратить внимание на такую одну деталь. Под водой было намного теплее. Я сюда вылез, и пока переодевался, так задубел. Жена говорит, это не странно, потому что сейчас температура воздуха всего лишь 9, а под водой 12. Представляете, какой? Вот такой вот факт интересный. Что могу сказать? По находкам, ну так себе. Их было много, но сейчас сами посмотрите, какие. Вот, смотрите. Это действительно выглядит как сокровище. Ну, посмотри, это точно выглядит как сокровище. 100%. Смотрите, сегодня было очень много снастей. Разные блесенки. Вот одна блесна, вторая такая красивая прям блесна. Вот это самая первая находка. И опять Фокс. Смотрите, друзья, я вот не раз говорю, что фирма, я не знаю, наверное, очень распространенная. Вот такая рыбка интересная, блесенка.
с таким хвостиком. Вот еще снасть, еще снасть. Смотрите, как песочек, грузилочек сделан, как песочек такой. И тут как песочек, тоже, наверное, дорогие. Здесь вообще непонятная конструкция грузилочка. 85 грамм. В общем, сегодня запасся на рыбалку. Ключ вот такой вот. Так, друзья, ладненько, по традиции лучше начнем с драгматериала. Вот это, как я все понимаю, серебро. Вот это колечко под вопросом. Не, все-таки серебро, вон я вижу, беленьким цветом отдает. Вот такое вот маленькое серебряное кольцо. Ничего особенного. Ну, почистил, наверное, вы уже фоточки видели. Подвесочка вот такая, друзья. Что-то там есть написано. Бона? Рома? Посмотри, что-то я не вижу. Бона или Рома? Что там написано? Нет. Роланд. Роланд, причем подписчики уже видели, потому что в момент, когда я был под водой, они уже увидели чищенную фотографию. Ну вот, друзья, вот такая вот серебряная подвесочка, потом серебряная сережка, вот такая интересная женская, колечко большое, здоровенное, я вижу вот там уже проба, видите, вот в этом месте, вон она. Еще пока что не вижу, какая, ну, наверное, 925, я так думаю. А вот здесь что-то красивое, друзья, посмотрите. Машинка, елка и вот такой вот силуэт. Это, как мне объяснили, это оберег в дорогу именно. Ну, кстати, да, возможно, потому что и машинка вот для путешествия. И вот это, короче, получился там такой момент, ну, вы уже видели. Я, когда извлек эту находку, колечко было с камушком. И в момент, когда я его там что-то суетился, брал, камушек выпал. Я не знаю, GoPro-шка засняла или нет, но я четко увидел, что он выпал. Я начал его искать, но, к сожалению, не нашел. По-моему, был прозрачный, если я не ошибаюсь. В общем, посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 серебра, ни одного золота. Вот это марочки, 2 марки, марка 50. Вот такая интересная монетка попалась. 10 бани. По-моему, какие-то бани уже попадались. Румыния, 2020 год, друзья. Бижутерия дальше. Вот такое колечко с большим камушком, красивое. Когда выскочило, конечно, мне показалось, что это золото, но не золото, друзья. Бижутерия. Вот это тоже показалось, что золото. Я все рассматривал на ушки, пробу, и мне так казалось, что что-то вроде бы есть. Но сейчас мы посмотрели, ничего нету. И алюминиевое колечко. Вот такое обычное алюмишечко. Вот это вообще прикол. Я когда ее нашел, открыл. Я не знаю, если GoPro-шка все-таки была включена. Открыл, и газ пошел. Может воздух, может газ, я не знаю. Но я так пробовал и закрыть, и открыть. И шли пузыречки. Так красиво было под водой. Вот это, друзья, это вообще, конечно, прикол. Вы посмотрите. Часы. Я не могу рассмотреть, что там написано. Подождите, может, все-таки рассмотрим. Не могу, что-то на Б что-то. Но посмотрите, в чем прикол. Они для аквалангистов. То есть те люди, кто погружаются, видите? Вон аквалангист. И это не зря я вам говорил. Помните, вон там, где мы начинали видео, такая белая штучка, помостик, откуда аквалангисты спускаются. Мы очень часто летом, когда здесь купаемся, приезжаем, мы видим, как они здесь погружаются, прям с того помостика. И вот, наверное, уже давным-давно кто-то потерял. О, кстати, там дата даже есть. Смотри. Неплохие часики были, 100% дорогие часики были, когда были новые. Ну вот. Ой, в прошлый раз, кстати, на этом побережье были Армани. Да, кстати. Но Армани, ты носишь их? Ты сейчас с собой их? Нет. Я сделал Армани, починил, все четко, вставил батарейку, укоротил браслет, и жена носит. Я не ношу часы, не фаната, вот жена Я фанат. очень люблю. И монетки, друзья, немного. 6 двойками, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, в районе 15 евро. И очечки. Вот такие вот очки, друзья, попались. Интересные. Все показал? По-моему, все показал. Твистер вот такой. Все, вроде бы, да? Да, все. Ну вот такие сокровища мне удалось сегодня найти, друзья. Считаю, что неплохо по находкам. Опять золота не было. Ну, чувствуется, что все равно выбитое место. Я уже как, все равно
я не буду хвастаться, опыт у меня есть. И у меня погружений не сосчитаешь. И как бы все равно я даже на таких сильно выбитых местах уже знаю, где поглубже, где под камнями, где я вижу, вот другой бы человек не полез, там, водоросли или что-нибудь такое, я туда полезу обязательно. Я все равно, ну, вот жена свидетель, я даже на самых выбитых местах со своим опытом все равно умудряюсь находить находки. Но золота сегодня не было, ничего не поделаешь. Как есть, так есть. Так что вот, друзья, будем заканчивать сегодняшнее наше такое видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропускать наше следующее видео. Мы поехали домой. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.